сегодняшний момент в районе Шахтерского, Снежного, Дмитриевки бои практически прекращены. Коридор на Российскую Федерацию пробит был позавчера, во время боев уничтожено порядка в этом районе Разыпное, Зарубное, Латышево. Около 70 боевой техники противника, около одних убитых мы потеряли около 400 человек. Бои Моспина, Грабская, Шахтная, Троицко-Корцинская продолжаются. Они продолжаются уже несколько дней. Особо хочу отметить подразделение Арсена, которое здесь находится сегодня здесь. Выразим отдельную благодарность. Практически без тяжелого вооружения, без боеприпасов. Я уже не помню сколько, 3 или 4 танка уничтожили. Вот это Грабская не сдается. По его Грабскому была нанесена атака точкой У. Подразделение потеряло практически за 1 час 20 человек убитыми, около 30 человек ранеными. Это по поводу следующее направление. Направление Курахова, красноармейское направление. Большая концентрация сил противника, скорее всего, будет атака на город Донецк по направлению Маренко, Старомихайловка, Бакумова. Попытки, не прекращающиеся, пролезть в город со стороны аэропорта, поселка Октябрьского и через Лидийскую зону была ожесточенные бои шли в направлении Петровки, Каргила, Блокпостов. Не прекращающийся обстрел Блокпостов на Широком, на Охотино и по городу Донецку в районе Буденновского, и Ленинского района. Теперь смотрите, после реформирования этих подразделений, артиллерийской бригады и танкового корпуса, можно так его называть, в ближайшее время будет совершен ряд контратак, которые позволят нам полностью, надеюсь, перекрыть границу вплоть до Новозовска. Это линия направления будет намет. Еще можно сказать радостную вам вещь. На сегодняшний момент в направлении этих коридора находится под реформирование армии были собраны резервы следующего плана. 150 единиц боевой техники, из них, правда, около 30 танков, все остальное БМП и БТР. 1200 человек личного состава, вот это вот сейчас не находится, которые проходили обучение в течение 4 месяцев на территории Российской Федерации. Они были сюда пущены в самый ответственный момент. Следующие бои. Линия Вахрушева-Минусинск. Это мы уже помогаем нашим братьям и товарищам из Луганской Народной Республики. 3 батальона нашей пехоты и 2 танковые оперативные группы до сих пор продолжают бои под городом Красный Луч. К сожалению, там, не буду говорить, что там все хорошо, успехи там невелики. Мы смогли отбить Вахрушева, захватили Минусинск. В районе города Красный Луч завязли. Завязли почему? Острая нехватка боеприпасов, удаленная от основных баз наших подразделения. И, к сожалению, совсем плохая работа Луганской Народной Республики, армии Луганской Народной Республики. Скажу даже честно, она практически там и не помощь. То есть там есть вынужденные отряды, которые там пытаются нам помочь, но координации, к сожалению, нет. Доходит до маразма. Мы даже не знаем, где стоят свои, где стоят чужие. Наступаем, в принципе, по априори, что везде пройти. Еще скажу, по поводу города Мариуполя. Вчера в городе Мариуполе было совершено 2 диверсионных акта. Уничтожено 2 боемашины БДМ и 2 заправщика в районе аэропорта. Город Мариуполь, наверное, тоже не забывается. Цвет снесения памятника, думаю, не получили до сих пор. Вкратце еще что-то. Горловка инаки. Горловка у нас не окружена, как они хотят сказать, она в полукольце. Но по состоянию на сегодняшний 12 часов дня, в принципе, состояние там не критичное, атаки там не сильно, больше обстрелы. Обстрелы, к сожалению, относятся по городу Сперов. Вы сами понимаете, что такое Сперов значит для Донецкой области и какая опасность там может возникнуть. Ожесточенные бои в районе Ждановки, Кировского и Инакиева. Проблема в следующем. Невозможно было вчера провести боеприпасы. Сегодня утром боеприпасы к ним поехали, коридор мы смогли пробить. Я думаю, к вечеру ситуация стабилизируется. Благодаря созданию артиллерийской бригады получилась возможность выделить на эту территорию 2 дивизиона, каждой численностью по 9 радов, с хорошо обученными экипажами, которые на сегодняшний момент просто с радами сносят противника. Была принята тактика
не вступление в открытый бой в бой. Пехоты, к сожалению, пехоты у нас на самом деле очень мало. Пехота у нас есть, ее много, но обстрелянной пехоты, именно боевой, ее, к сожалению, практически нет. Почему тоже могу сказать? Естественная убыль личного состава подразделений в виде убитых и раненых, к сожалению, слабо пополняется, а пополняется, опять же, к сожалению, теми бойцами, которые не обстрелянные. Поэтому было решение принято из города, убрали военную полицию, убрали все практически подразделения, которые раньше занимались обеспечением правопорядка. Эти подразделения были втянуты на фронт, но благодаря подразделению СВДБ, надеюсь, ситуация в городе Министерство внутренних дел стабилизируется. Ну, в принципе, дальше я надо добавить следующее. Очень сильно в армии еще не хватает одной вещи. Кстати, как Верховный Совет, мы должны об этом были подумать. Хотелось бы вместе с вами создать политотдел армии. Но не такой политотдел, который был Игоря Ивановича, а именно отдел комиссаров, не комиссаров, а политруков, которые будут, доносить вновь созданные подразделения, которые собираются создаваться, даже среди бывших заключенных, либо в учебные роты, либо даже в обычные армейские подразделения. Хотелось бы, чтобы приезжали депутаты, общались с рядовым составом, с офицерским составом, узнавали нужды, чаяния бойцов, ну и заодно приносили свое видение и все остальное. Вот это надо подумать, надо говорить. Мы только за. Следующее.